Страх перемещений по воздуху довольно распространен. Пассажиры, которые пытаются бороться с ним путем изучения статистики авиаперелетов, знают, что большинство несчастных случаев происходит при взлете и во время посадки. Однако есть аэропорты, садиться и взлетать в которых опасаются не только самые хладнокровные пассажиры, но и высокопрофессиональные пилоты. Сейчас я вам расскажу о 5 самых экстремальных и опасных аэропортах мира. Аэропорт Хуанчжоу-Раускин, остров Саба. Добраться до этого удивительно красивого Карибского острова не так-то легко, а все из-за взлетно-посадочной полосы, длина которой составляет всего 396 метров, что совсем чуть-чуть длиннее, чем большинство взлетно-посадочных полос на авианосцах. Невероятно короткая взлетно-посадочная полоса окружена высокими скалами и находится в опасной близости к крутому склону, который ведет прямо в океан. Неправильная оценка пилота во время взлета или посадки может отправить самолет прямиком в пропасть. Аэропорт имени Тенцинга и Хилари, город Лукла, Непал. Аэропорт, где пилот не имеет права на ошибку, в 2008 году был переименован в честь первых покорителей Эвереста – Тенцинга Норгея и Эдмунда Хилари. После продолжительного маневрирования среди скал судно необходимо резко направить вниз, чтобы избежать столкновения со скалой, которая оканчивается короткая, протяженностью 537 метров, взлетно-посадочная полоса. К слову, полоса начинается сразу после обрыва и расположена под уклоном. Взлеты и посадки выполняются в аэропорту исключительно по правилам визуальных полетов, без использования современных систем навигации. Посадка в аэропорту Скиатоса далека от идеала и способна обеспечить острые ощущения даже самым хладнокровным пилотам. Относительно короткая и узкая взлетно-посадочная полоса заканчивается в океане, а на побережье – отдыхающие, поэтому пилотам требуется воля и умение сильно давить на тормоз, причем взлет щекочет нервы не меньше. В то же время взлет и посадка очень нравятся отдыхающим, которые с замиранием сердца наблюдают, как над их головами проносится самолет. Так что если вы хотите отдохнуть в Греции и при этом получить порцию адреналина, то скорее бронируйте место в гостинице острова Скиатос. А чтобы при этом немного сэкономить, рекомендую воспользоваться кэшбэк-сервисом iqcashback.com, который позволит вернуть до 50% стоимости бронирования отеля. Да и вообще, этот кэшбэк-сервис – лучший друг любителей покупать в интернете. У них самые популярные магазины и сервисы: AliExpress, eBay, Asos, Booking.com, Walmart, Lemoda и многие другие. А процент отчислений за покупки даже больше, чем у Letyshops. А сейчас у них таки вовсе проходит супер конкурс, где вы можете выиграть отдых на Кипре, новенький MacBook Pro и флагманский телефон Samsung Galaxy S8. Интересно? Тогда ссылочка на конкурс будет в описании. Международный аэропорт Барра, Шотландия. Это, возможно, единственный аэропорт в мире, который также служит в качестве пляжа. Взлеты и посадки в аэропорту Барра происходят на том же песке, по которому прогуливаются люди в нерабочее для аэропорта время. И это еще не все. Во время прилива в вечернее время освещение от фар всех проезжающих мимо машин помогает пилоту посадить самолет. Для тех, кто хочет просто насладиться романтической прогулкой вдоль пляжа, поставлены предупреждающие знаки, информирующие людей о всех ожидаемых в ближайшее время посадках самолетов. Аэропорт Гибралтара не только является одним из самых опасных аэропортов в мире, но еще и одним из самых оживленных. Независимо от того, как бы невероятно это ни звучало, трасса этого аэропорта на самом деле проходит через главную улицу города. Транспортные средства вынуждены останавливаться каждый раз, когда самолет приземляется или взлетает, а пилотам, совершающим здесь посадку, нужно хорошо владеть тормозами, чтобы не утопить самолет в проливе, которым оканчивается взлетно-посадочная полоса. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!